Всем привет! Привет! У нас на канале есть видео, надеюсь, вы его видели, где мы в домашних условиях засаливаем красную рыбу. Причем мы покупаем рыбу целиком и говорим, что у нас ничего в отходы не пойдет. Будем использовать все. Так вот это все, настал его день. Из морозильника мы достали остатки этой рыбы, которая не пошло на филе. Это голова, хвост, брюшки. Да. И сегодня мы будем готовить уху, как и обещали. Ну, это может быть не самая классическая уха, в том понимании, в котором вы знаете. Это такой, я бы сказала, рыбный супчик нашей адаптации. Да, из остаточков. Из остаточков. Потому что настоящие рыбаки, конечно, варят из 3 видов рыб. Сначала одни, потом другие. Но это отдельная история. Мы используем то, что у нас осталось, дабы его не выбрасывать. Но обещаем, что супчик получится не менее вкусный. Классный, вкусный, наваристый. И мы вам все покажем. При минимуме ингредиентов. Да. 2 картошечки, лучок, морковка, немножко укропчика, пару столовых ложек риса, ну, естественно, лавровый листик и душистый перчик. Все, соль, перец. Очень просто. Элементарно, Ватсон. Yes, Шерлок. Но очень-очень вкусно. Начали. Поехали. В кипящую воду кладем куски рыбы и 1 луковицу. Пока рыба варится, нарезаем мелкими кубиками морковь и картошку. Мелко нарежем укроп. Рыба сварилась буквально за 10 минут. Куски рыбы выкладываем на тарелку. Бульон процедим и перельем обратно в кастрюлю. Теперь положим в бульон пол чайной ложечки куркумы, морковь, картофель, промытый рис, лавровый лист, душистый перец. Перемешаем и закроем крышкой. Пока овощи варятся, подготовим рыбу. Очищаем все куски от шкурок, косточек и всего лишнего. Проверяем готовность овощей. Картофель сварился, рис тоже. Можно добавлять кусочки рыбы. Солим, перчим, перемешиваем и накрываем крышкой. Еще 5 минут и рыбный супчик готов. Выключаем плиту и добавляем нарезанный укроп. Ну что, долгожданный момент настал. Можно пробовать. Супчик пробуем. Аромат. Какой аромат. Так. Давай свою тарелочку. Тебе как погуще, пожирней. Да. Угу, достаточно. Погоди, сейчас я тебе еще свежим укропчиком присыплю. Отлично. Так. А я за вами поухаживаю. Еще немножко жидкости. Все, спасибо. Укропчик посыпьте.
не забудьте. Так, закроем, чтобы не остывал. И Ну и хлебушек. Кстати, хлебушек ржаной, домашний. домашний. Ножичка подайте. Ножичек. Будем резать. О, какой хороший хлеб. Хорошо. Ой, спасибо. Хлеб можно без ухи. Кстати, если вы в комментариях напишите, что вам это интересно, мы запишем рецепт. Этот Да. хлеб, приготовленный на пиве. Мгм. И на закваске. Так что, кому интересно, пишите. Ну что, а нам пока интересно, что у нас получилось. Попробовать, да. Ну, я скажу, не знаю, может быть, это и не настоящая уха, М. но рыбный супчик получился отменный. А хлебушком... Невозможно остановиться. Ребята, наша рыба дала нам столько вкусностей. И закусочки, которые тоже есть у нас на канале. А теперь еще и супчик. Полное меню из одной рыбы. Солите дома рыбу. Готовьте из нее рыбный супчик, Да. делайте закусочки. И Мы это еще полный как-нибудь кайф. покажем, как мы ее жарим. Но Да. это уже совсем другая Другая история. история. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока! А пока никто нас не видит, насладимся этим кулинарным шедевром. Потрясающе.